Всем привет! Сегодня со мной снова Станислав Чернышов. Здравствуй, Станислав. Привет! И сейчас мы находимся на улице Рубинштейна, недалеко от памятника Сергею Довлатову. Сегодня 3 сентября, день рождения Довлатова. И сегодня Станислав Чернышов расскажет нам некоторые секреты про этого писателя, а также про эту улицу Рубинштейна. С удовольствием расскажу. Поехали! Сергей Довлатов, наверное, можно сказать, очень петербургский писатель. Хотя он родился на Урале, в Уфе, в эвакуации, а умер в Нью-Йорке, в эмиграции. Но большую часть жизни он прожил в Ленинграде и здесь, на улице Рубинштейна. И так же, как эта улица всегда или почти всегда несла какой-то контркультурный или субкультурный стиль в себе. Это очень интересное место. Я расскажу о нем чуть больше попозже. Так Довлатов стоит между интеллигенцией и богемой, между классической русской литературой и модернизмом. Он как-то объединяет самых разных русских читателей, и каждый находит у Довлатова интересные для себя вещи. Когда вы читаете рассказы Довлатова, а я рекомендую студентам всегда читать Довлатова, потому что это, во-первых, это просто очень интересно, у него прекрасный юмор, тонкий психологизм и очень живой, современный разговорный язык. Наверное, будет странно, если студенты прочитают Пушкина и будут говорить по-русски как Пушкин. Но будет прекрасно, если вы прочитаете Довлатова и сможете говорить по-русски в его стиле. Так вот, с одной стороны, у него был очень разговорный, простой и живой современный язык. С другой стороны, Довлатов был настоящим писателем. Он очень серьезно относился к литературе, намного серьезнее, чем к семье или к своей жизни. Литература – это была его единственная настоящая страсть. И он очень много работал над своими текстами. У него было интересное правило. Довлатов считал, что в одном предложении, в одной фразе не должно быть двух слов, которые начинаются с одной буквы. Например, не могло быть слово «конечно» и слово «корова», скажем. Зачем он делал это? Он делал это, чтобы не писать автоматически, не переходить в автоматический режим, чтобы всегда рефлексировать, думать, выбирать слова. Он специально затруднял процесс работы писателя, делал его сложнее. Тем не менее, когда мы читаем, мы не видим этой титанической работы писателя над текстом. Нам кажется, что это все очень легко, так как ваш близкий, остроумный друг расскажет вам интересную историю. Как я уже сказал, Довлатов очень много работал над своими текстами, очень серьезно писал, но не мог публиковаться в СССР. Он работал журналистом в разных газетах, как в Ленинграде, так и в Эстонии, несколько лет в Таллине, в газете «Советская Эстония». Об этом очень интересно он рассказал в книге «Компромисс». Но настоящую литературу он в Советском Союзе публиковать не мог. Перед эмиграцией он начал публиковаться за границей, в эмигрантских изданиях. Когда Довлатов уехал в Америку после очень драматичного периода в своей жизни. Сначала эмигрировала его жена с дочкой, он остался один, без надежды и без перспективы. Но когда он уехал в Америку, он решил начать свою писательскую жизнь сначала. Это интересный момент в истории литературы. Он официально сказал, что тексты, которые были написаны и опубликованы в СССР, это не его тексты, потому что в Советском Союзе была цензура, а это значит, что он не был единственным автором, всегда был цензор. Он не мог
писать так, как он хотел. Поэтому настоящими литературными текстами Сергея Довлатова можно считать только вещи, опубликованные в Америке. Кстати, в Америке его карьера писателя была достаточно успешной. Он публиковался в больших журналах, издавал газету. К сожалению, Довлатов умер очень рано, в достаточно молодом возрасте для писателя, в 49 лет, в 1990 году. Как раз в тот момент, когда его книги начали публиковать во время перестройки, и он вдруг как-то буквально за 1 год, наверное, я хорошо помню это время, он стал любимым писателем широкой российской читающей публики. Довлатов очень интересно объединяет в себе самые разные стороны нашей русской жизни. Его одинаково хорошо понимают университетские профессора и люди совсем не интеллектуальных занятий. Довлатов родился в интеллигентной семье. Его папа был театральным режиссером, а мама актрисой театра. Он сам учился на филологическом факультете университета, но потом попал в армию и стал там охранником зоны. И всю жизнь он, с одной стороны, занимался все-таки писательской, журналистской, интеллектуальной работой, с другой стороны, в его круге общения были самые разные люди, и люди иногда очень неинтеллигентные. Улица Рубинштейна, она очень подходит, мне кажется, к характеру Сергея Довлатова. С одной стороны, это центр Петербурга, это красивая классическая архитектура. С другой стороны, у этой улицы всегда был какой-то субкультурный или контркультурный и богемный стиль. На этой улице находится известный дом 20-х годов, который называют «Слеза социализма». Это конструктивистский дом, построенный специально для коммуны инженеров и писателей. В частности, там жила прекрасный поэт Ольга Бергольц. Это был дом, в котором инженеры и писатели должны были строить новую социалистическую жизнь, жить как коммуна. Например, в этом доме не было персональной кухни ни в одной квартире. Была одна большая общая столовая, где все жители должны были ужинать, завтракать вместе. На этой же улице, в доме номер 13, находится знаменитый Ленинградский рок-клуб. Рок-музыка была практически под запретом в СССР, но в Ленинграде был организован специальный рок-клуб, уникальное место, где рок-музыканты могли давать концерты. Из этого ленинградского рок-клуба вышли большие группы: «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Кино», «Зоопарк» и многие другие. И люди переезжали из других городов в Ленинград, чтобы иметь возможность легально или полулегально играть рок. Сегодня улица Рубинштейна тоже очень большая известность и специфическая репутация. Это улица баров и ресторанов Петербурга. Может быть, самая известная барная улица России. Я знаю, что даже из Москвы люди приезжают на выходные погулять в Петербурге на улицу Рубинштейна. Значит, здесь в каждом доме несколько баров, ресторанов, кафе. Вечерами, особенно в пятницу и в субботу, здесь праздничная, карнавальная атмосфера. Может быть, Довлатову понравилось бы гулять по Рубинштейну, если бы он мог вернуться сюда сейчас. Вообще история Довлатова, по-моему, очень интересная и очень драматичная. Здесь, на улице Рубинштейна в Ленинграде, он не имел возможности реализовать свой писательский талант, не мог найти своего читателя. Здесь он остался один, но сегодня, через 28 лет после его смерти, когда мы записываем это видео,
На улице Рубинштейна стоит памятник Довлатову. На доме, где он жил, мемориальная доска. Здесь жил Сергей Довлатов. А в Нью-Йорке, в Бруклине, на улице, где он жил и где, кажется, еще живет его жена, эта улица называется улицей Довлатова. Довлатов Way. Значит, так он получил заслуженное признание. В конце видео я хотел бы, во-первых, конечно, пригласить вас приехать в Санкт-Петербург на улицу Рубинштейна, погулять здесь, изучать здесь русский язык. Если Настя это не вырежет. Например, моя школа находится здесь совсем рядом. Я уверен, что вам очень понравится атмосфера этой улицы. Это настоящий праздник каждый день. А кроме того, я, конечно, советую вам читать Довлатова, потому что он помогает понять как старую советскую, так, я думаю, и современную русскую жизнь. А кроме того, это тот прекрасный писатель, который может научить иностранцев живому современному языку. Читайте Довлатова, в первую очередь книги «Чемодан» и «Компромисс». До новых встреч! Пока!